Добрый день, друзья! Очередной дневной новостной блог на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, и вы будете в курсе всех самых главных событий в России, Москве и мире. Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Председателем комиссии назначен зампред Совбеза. Эту должность занимает Дмитрий Медведев. В состав комиссии войдут главы Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга и другие. Остановить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин в зависимости от медицинских показаний, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев. И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию, отметил Сергеев. Глава Российской академии наук добавил, что должна быть возможность подобрать для разных категорий людей определенную вакцину, например, отдельно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для людей разного возраста. Министерство финансов России не планирует вводить в стране налог на бездетность. Данные предложения в Минфине России не рассматриваются, заявили в министерстве. Ранее в понедельник председатель правления Общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила облагать бездетных россиян налогом в размере 300-500 рублей в месяц. По ее словам, реализация данной инициативы необходима для того, чтобы повысить рождаемость в Российской Федерации, которая находится в демографической яме. При этом Буцкая сослалась на опыт Союза Советских Социалистических Республик, в котором взимался подобный налог. Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля. Отложенный спрос населения на кредиты наличными исчерпан, сообщили в Объединенном кредитном бюро. Банки в сентябре выдали на 5% меньше новых суд, чем в августе. На ситуацию также могли повлиять риски второй волны пандемии. Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил в интервью, зачем нужно штрафовать россиян на 50 тысяч рублей за отсутствие маски. По его мнению, штрафы за несоблюдение мер по предотвращению заболеваемости COVID-19 должны быть чувствительными для людей, иначе эта мера не имеет смысла. Он назвал идиотством отношение некоторых россиян к коронавирусу и осудил тех, кто не пользуется средствами индивидуальной защиты. За первое нарушение он предложил штраф в 25 тысяч рублей, за повторное 50 тысяч. Коронавирусы не способны выносить высокие температуры. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов. По данным ученых, при температуре в 33 градуса коронавирусы становятся неактивными за 16 часов, а при 56 градусах за 10 минут. То есть чем жарче, тем быстрее можно избавиться от заразы, сказал Шестопалов в интервью «Комсомольской правде». Специалист отметил, что привычная комнатная температура, например, в офисах, отличается от этих значений, поэтому встает вопрос о целесообразности обработки помещений и мебели антисептиком. По словам Шестопалова, это как минимум позволит избавиться от других бактерий, которые могут скапливаться в помещениях. Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вакцинацией от гриппа в России. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 34,5 миллионов человек, что составляет чуть более 23% от численности населения Российской Федерации, говорится в сообщении. Отмечается, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения, подчеркнули в ведомстве. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире в своем Инстаграм рассказал, что он вместе со всей своей семьей заразился коронавирусом нового типа. Пришедшие тесты оказались положительными. Во вторник, 13 октября, Apple представит свои новые смартфоны iPhone в штаб-квартире в Купертино, в Калифорнии. Насколько известно, будут представлены сразу 4 модели новых смартфонов. Компания собиралась сделать это раньше, но из-за пандемии коронавируса презентацию пришлось отложить на октябрь.
На этом мой дневной блог завершен. Жду вас вечером на моем канале со свежими российскими и мировыми новостями. С уважением, Ренат.